Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Что ждет до конца января 2026 года? Давайте узнаем события и неожиданности. Что же произойдет, что случится? И, возможно, это будет неожиданно для вас до конца января. К чему приготовиться, к чему все идет. Давайте с вами узнаем. И в наших раскладах на канале в основном мы делаем на декаду прогнозы. Но какие-то вопросы ни в одну декаду не вошли или не вписываются во временные рамки, потому что что-то изменилось. Открылись новые детали дела или какие-то нюансы. Вот давайте узнаем. Все то, что не вошло ни в один расклад. Так что же там случится? Что произойдет? И что вас удивит? А возможно и кто в связи с этими событиями? Кто или что появится неожиданно, вполне вероятно. Вот взаимосвязь между этими двумя картами определенно есть. И к чему приготовиться, какое продолжение следует или к чему это все, к какому итогу подходит. Что изменит вас, а возможно вашу жизнь, или окажет влияние, когда вам придется себя, может быть, менять. И следующая карта, что будет продолжаться в феврале. Вот давайте немножко заглянем в будущее. Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Что же там для водолеев случится, произойдет? Тут какое-то однозначное решение. Я должна сказать, что это решение может быть основано на информации. Когда вы получаете какую-то бумагу, подтверждение, а может быть наоборот, не подтверждение, да, и вам тут нужно что-то переиграть, переиначить, пересмотреть. Я тоже такое допускаю. Но туз мечей ведь, я часто говорю, выход из лабиринта. Была какая-то история, ну, условно, либо запутанная, либо это вы сами какое-то время не могли разобраться по какому-то вопросу, а здесь вот как прорыв какой-то. И, давайте узнаем, вот вас удивить может как и информация, так сама по себе возможность. Но все-таки туз мечей. Конечно, мечи– это интеллект. Это по вашей части, мои дорогие водолеи. Но, значит, есть какая-то тема, когда вы сами альтернативное решение можете принять. И это вас тоже удивит. Может быть, конечно же, это будет связано с внешними событиями или с какой-то обстановкой, получением, опять же, какой-то новости или документа. Но давайте мы узнаем, что же вас еще удивит, с чем это связано. А вот смотрите, очень даже так логически у нас получается. Восьмерка мечей– это, знаете, как у нас глаза открылись, наконец-то, так и хочется сказать, да? Карта искаженного восприятия. Так вот это искаженное восприятие заканчивается. Вас это может удивить. Может удивить какая-то альтернатива, как я уже сказала. И это тот контекст, когда вы себе самому или самой можете сказать, вот странно, почему я этого не видел? Почему я в этом сомневалась, например, да? Что вас удивит? Выбор ваш, действительно. Выбор, выход из какого-то сложного положения, может быть, и несложного, но для вас, знаете, как один какой-то пункт, день, может быть, жизни становится, ну, как ведомым на последующее время. Или начиная, допустим, какое-то новое дело, или соглашаясь с чем-то, вы так осознанно понимаете, к чему это может привести. И уже даже если вы приняли вот это самое решение, с одной стороны, явно нам, как знаете, груз с души, груз забот, может быть. Или словно за плечами, да, мы долгое время несли мешок с камнями. Вот здесь какое-то нужно однозначно принять решение. Или, может быть, это вы сами, вот находясь в такой путанице, в двойственном положении, ищете варианты для того, чтобы именно разрешить какую-то проблему. И тогда вы ее как будто разрешить можете. Мы не говорим, что это завершилось. Нет, но это только как новый путь, самое главное, лабиринт закончен. Поэтому какая-то сложная ситуация, вот если мы даже посмотрим на карты, у двух героинь завязаны глаза. Но если мы так повнимательнее, все же дротики бросает, правда, в мишень. Это колода Таро ведьмочек. И ведь она даже не смотрит. О чем нам говорит карта? Вот здесь нужно делать выбор сердцем, выбор душой. И тогда мы точно попадем в яблочко. И это вас может удивить. Какой-то прежний метод у вас не сработал,
а вы как в другую дверь зайдете, с другим человеком поговорите, рассмотрите альтернативные варианты, и вас что-то может так вдохновить. И вы удивитесь тому, что почему же долгое опять же время, ну вот я этого варианта не видела, например, да, что вас удивит. Ну, опять же, вы сами себя можете удивить. Все же король мечей – это где-то прообраз вашего знака зодиака, хотя все же туз мечей – это действительно для кого-то документ, важная информация. И вы, кстати, даже если на 100% у вас какая-то, ну, как тема ваша не срабатывает, то тогда это как пространство вас заставляет реорганизоваться, перестроиться, как на новый лад. Может быть, это буквально получение, все проще, банальней. И вы долгое время были в сомнениях, получу эту бумагу или нет. До конца января вы как будто будете знать, что да, вы получите что-то. То есть это уже какой-то результат будет. Ведь очень часто по королям мечей у нас проходят высокие чиновники, будем говорить официальные лица. Для кого-то из вас это может быть и консультация юриста, адвоката, но мы хотим знать наверняка. Мы обращаемся к кому-то, может быть, и именно это не за советом, да, как советы постороннего. Нет, это эксперт. Это тот человек, который знает. Это тот богатый интеллект и знаниями, которыми он располагает. Поэтому, может быть, кому-то совершенно будет и необходимо что-то разузнать. Тогда у вас получится. Опять же, какой-то лабиринт все равно закончится. Или пусть это будет даже связано с вашим собственным решением. Тогда вы можете удивиться самому себе или самой себе. Хочется достать. Что еще? Тут какая-то ситуация, потому что мне было непонятно, да. Конечно, мы можем сказать, тем более, как король мечей выпал, очень емкая карта. И часто это люди, которые работают по приказу. По приказу у нас и официальные лица, да, есть вот определенные рамки, как регламент, в пределах которого человек принимает решение или дает консультации, к примеру. Это могут быть врачи, это могут быть специалисты, какие-то узкие, да, узкой направленности. Люди, работающие с металлом, у кого-то буквально дома ремонт. Вот тут вот так банально может быть. Тоже мы вызываем узких специалистов, электриков, сантехников, ну и так далее, для того, чтобы решить какую-то проблему. Но я тут вижу, что вопрос будет, может быть, увязан не только с личной жизнью, может быть, и с домом, но больше, наверное, дела, работа, бизнес. И нам говорят, вот ты сделал вывод или что-то ты решаешь. Так вот теперь это продолжай, как удерживай. Мы как будто благодаря, может быть, полученной информации, правильному поиску информации и нахождению одновременно, контактам с правильными людьми. Здесь никаких эмоций вообще. Вот то, что вас удивит, это ни разу не про эмоции. И это ни разу не про чувства все же, да. Может быть, и касается личной жизни. Я вполне такое допускаю. Может быть, и ваш партнер, да, кто удивит. Он тоже где-то принадлежит к знакам зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или просто человек в таких энергиях, или имеет там асцендент. Но тогда мы продолжаем как бы работать над отношениями, продолжаем работать буквально, ну, может быть, в том заданном ритме, или пусть ритм меняется, но какое-то направление так это точно есть. Ведь карта говорит продолжай, сохраняй одновременно и приумножай. Вот поэтому на какое-то продолжение по этой карте нам уже говорят, что да, может быть, и работы будет много, может быть, объем сам по себе работы тоже не маленький, но мы совсем справимся. И это мы потом себе как спасибо скажем. Это очень важно, потому что в последующем для нас это будет какой-то прогресс, мои дорогие. Вот так что продолжайте. Или вы победите, или не хватит терпения. Может быть, и как раз вас и удивит, кто или что появится неожиданно. По четверке пентаклей тут ничего неожиданно как будто не поменяется, да, или ничего не происходит. С одной стороны, может быть, и карта говорит, вот твоя задача с учетом восьмерки пентаклей, да, а восьмерка – это две четверки. Сохранять, укреплять, выздоравливать, может быть, от каких-то сложных мыслей, ситуаций, от сомнений или от разочарований в прошлом. Выздоравливать, мои дорогие водолеи, а после этого стабилизировать какую-то ситуацию и переходить к улучшению. Хочется сказать вот именно так. Но все же, мне же любопытно, я думаю, вам тоже. Так кто или что появится неожиданно, с человеком это будет связано. Снова паш мечей.
Это от человека может быть какая-то новость. Или та новость, которую вы услышали или вам написали, в разговоре вы это где-то узнали. Для кого-то это новость от детей, да, может быть и так. Но по пажу мечей мы учимся. Причем много мечевых карт, поэтому интеллект работает на полную мощность у вас до конца января. Есть, значит, вопросы, которые, ну так с наскоку явно не решишь. Их именно требуется и рационально обдумать, и переложить самое главное на практику. Практика– критерий истины. Но кто-то может задуматься, что мне нужно, к примеру, получить какой-то документ, как дополнительная специальность или какой-то дополнительный ресурс. Кто-то будет изучать языки, а кто-то язык программирования. Или какой-то другой, ну, как навык вы можете приобретать, да, вот как скиллы. Нам не нужно для этого садиться за парту в университет на долгие годы. За несколько месяцев мы можем получить и специальность, и профессию, которая в наших руках. И тогда жизнь наша более стабильнее, а более того еще какой-то документ. Вот с какой-то такой историей. Кто или что появится неожиданно. Два пажа. Все то, что я сказала, тут действительно какие-то рациональные решения, которые будут касаться продолжения чего-то. Или конкретно вот у нас человек на карту смотрит, топографика какая-то, да? Куда я еду? Или где я остаюсь? Здесь или там, да? Возвращаюсь или все-таки тут что-то продолжаю? Вот у кого-то может быть буквально так. Потому что и в том, и в другом случае элемент новизны присутствует. И в том, и в другом случае себя реорганизовать опять же придется, перенастроить как будто. Но у кого-то из вас это может быть люди, могут быть, которые младше вас, или опять же ваши дети. Но больше это новый проект по работе, это какие-то новые возможности и необходимость учебы. Пусть эта учеба, ну, скажем, такое название абстрактное. Мы учимся каждый день что-то либо преодолевать, либо узнавать, а ваш пытливый ум– это как раз про вас. Тут вас что-то может и заинтересовать. Может быть, так, знаете, случайно, потому что вроде как сидел на сундучке, ничего не предвещало, а может появиться какая-то информация, вы ее сами можете найти. И это будет для вас выход, правда, не просто из лабиринта, а из какой-то зависшей истории. Но я должна сказать, ведь человек сам себя перевернул. Почему? Ему нужно увидеть что-то с другого ракурса. И все-таки мы спросили, кто или что появится неожиданно. Мои дорогие водолеи, должна сказать, что вот вам как будто сейчас никто и не нужен. Здесь даже если есть промедление, 2 карты об этом. Это время действительно как и выздороветь, так и стабилизировать что-то. Потом вы будете что-то улучшать. Может быть, и изучить. Может быть, самому к чему-то адаптироваться. К чему это все идет, к чему приготовиться. Ух! А тут у кого-то встреча может быть важная. Либо эта важная встреча касается личной жизни, все-таки у нас пара. Но, может быть, вы даже, изучая, к примеру, что-то, находясь как в общности других людей, другого коллектива, здесь тоже друг, подруга, какое-то знакомство, но которое это не про любовь начинается. Может быть, это и перерастает, и даже в нечто большее. Но здесь именно тот контакт, когда людям интересно друг с другом. По крайней мере, с этого и начинается. Или когда они могут смотреть в одном направлении. Вот правда, какая-то интересная такая встреча может у вас произойти просто банально, когда вы либо путешествуете по каким-то инстанциям, либо вы что-то изучаете, либо вы какими-то делами занимаетесь. Вот поэтому нам говорят, не торопись. А может быть, у кого-то из вас уже эта встреча произошла? Тогда не ускоряй события, нам будет говорить. Сейчас промедление тебе помогает. Не торопись все расставить по местам. Вот посмотрите, ведь по сути дела, туз мечей– это мы вышли из лабиринта, и мы вот как перед нами какой-то горизонт открылся. Но за время, пока мы блуждали в этом лабиринте, да мы уже отвыкли. Мы уже, ну, как немножко не готовы к тому, что мы увидим, или тому, что мы услышим. Поэтому элемент новизны дважды присутствует до конца января. Но эту новизну нужно так логически, рационально поставить как на какие-то добрые рельсы, чтобы потом оно, ну, как скользило или что-то продолжалось. Что изменит вас, может быть, и вашу жизнь или перемены? Ну, вот тут сама по себе карта перемен и, кстати, заслуженного успеха. Но это тот успех, который
Мы сами выстраиваем. Нам нужно на что-то решиться. Ну, понятно, перед этим что-то и решить. Ну, как организовать свои мысли. Много мечевых карт, поэтому по максимуму какой-то мыслительный процесс, причем рациональный. И здесь нельзя, знаете, вот это совсем не означает все то, что я сказала. Вот мы сели и начали думать. Нет, здесь мы что-то делаем по этой карте. Именно в этой карте мы определяемся, и мы переходим быстро к действиям, потому что самое главное, словно отплыть от безжизненного берега. Мы отправляемся в то жизненное путешествие, когда мы не знаем, что будет завтра. Но мы настроены, что если даже тысячи неопределенностей, мы это преодолеем. И поэтому карта говорит, заслуженный успех будет. Так вот, действительно, ведь эта карта часто касается работы. И у кого-то, и обучения, кстати, тоже. Причем мечи, пространство, эфир, интернет, у кого-то обучение через интернет. Получение сертификатов тоже может быть посредством интернет. Это вы себе поставите какую-то задачу. Может быть, для кого-то есть одна работа, вы вынуждены ее сохранять, но для того, чтобы не просто выздороветь, а стабилизировать ситуацию, что-то продолжать, вы будете именно изучать какое-то новое направление. И тогда приготовьтесь, что перемены последуют именно благодаря какому-то изучению, потому что как и решение, решимость, ну и в последующем заслуженный успех. Как изменится ваша жизнь? Но больше карт даже не достаю. Девятка пентаклей. Правда, вопросы работы или откуда к вам приходят деньги. Даже начиная какой-то новый проект или приступив к обучению, не бросайте, мои дорогие. И пусть эта тема, которая вам, ну, не нова, знакома, может быть, та идея, о которой вы думали, мечтали, но потом отложили в дальний ящик стола. И вот теперь это к вам возвращается. До конца января мы можем даже какие-то прежние свои интересы, именно интересы я не к человеку имею в виду, а это как творчество, самовыражение или попробовать себя вот в каком-то новом деле. Мы тоже именно попробовать. Тут через опыт к нам приходит этот успех. Никак не иначе. Нет размышлизмов, это точно. Потому что практика достигается именно тогда, когда мы, ну, попробовали именно что-то своими руками или попытались что-то создать. Или ну, где-то провели работу с информацией, да, это тоже. Пусть мы не двигаемся в этот период, а именно ждем. Ну, так значит, двигается мыслительный процесс. Вот здесь не должно быть какого-то застоя для вас. Самое главное выйти вот из этого лабиринта. И вполне вероятно, что какой-то ваш новый проект в последующем окупится сторицей. Причем будет для вас означать само по себе какое-то благополучие. Но несмотря на то, что Пентакли и теплая карта, все же энергия у нее достаточно холодная. Тут нужно надеяться на самого себя. Кто-то будет менять себя, свои привычки. Потому что на кону перемены, девятка. Это уже по нумерологии нам где-то об этом говорят. Что-то будет меняться. Поэтому тут действительно выздороветь и что-то стабилизировать, реорганизовать как будто необходимо. Что будет продолжаться на февраль? Ну, если и будет продолжаться, то вот это самая стабилизация, улучшение. Если есть какая-то тема, задумка, да, ведь это та персона, которая сказку умеет сделать былью, сумеет отстроить свое благополучие буквально с нуля. Или пусть из руин, из какого-то щебня, когда ничего нет. Она верит в себя. Она готова много работать. Вот у вас тема работы и, опять же, ваши рациональные мысли. Либо готовность к чему-то, но точно так же и завершение чего-то. Как только вы примете какое-то решение, вам именно нужно что-то продолжать. Потому что для кого-то из вас, повторюсь, правда, могут решиться в последующем вопросы, связанные с личной жизнью. Но это тот человек, как я уже сказала, который вот зненацку вы так вот, может быть, и не думали. Но у вас появляются свои единомышленники, и в этом ваше спокойствие, ваша уверенность и как раз стабилизация какая-то будет продолжена в феврале. Ну, это точно. Вопросы статуса, мои дорогие. Где-то похожие энергии. Королева Пентаклей, конечно, это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент. Но это также карта будет говорить. И вообще по этой карте проходит любящая жена, заботливая мать, добрая хозяйка, у которой
порядок, у которой всегда, в доме уютно, тепло, вкусно, будем говорить, да. Это та, которая умеет ночь за ночью без устали выхаживать больного ребенка. То есть, вот понимаете, поступательное какое-то настойчивое движение, да, настойчивое не в том, что не приносит пользы, нет, а в том, что действительно на практике уже где-то подтверждается то, что имеет свою целесообразность и смысл. Тогда смена статуса, мои дорогие. И у кого-то это через финансы и работу. Вы стабилизируете, и положение ваше меняется, меняется ваш статус. Вопросы в феврале могут перейти в разделе не только работы. У кого-то это будет связано с домом, опять же, с местом пребывания, проживания, с какой-то финансовой ситуацией. Но тогда обе карты говорят, что да, кстати, оба персонажа, изображенных на карте, как и королева Пентаклей, так и императрица, надейся сам на себя. 3 карты. Вот вам нужно и решить, и на что-то решиться. Потому что до конца января, вот может быть, от ваших решений в конце января или до конца января будет зависеть траектория февраля. Давайте карту совет. Сложно делать этот выбор. Смотрите, карта Луна. Но правда, я соглашусь с картами, что тут быстро что-то не пойдет. Поэтому не пытайтесь, будь то отношения, как бы быстрее прояснить, где-то совсем разобраться, да, расставить все точки над «и», чтобы знать наверняка, ничего не получится. Либо оппонент не откликается, либо у человека там какие-то свои задачи, заботы. Здесь именно нужно своей жизни как будто уделить внимание. И, может быть, какие-то вопросы тоже быстро нам хочется получить, как и специальность, допустим, какую-то, так и документы, как будто этим профи стать у кого-то по учебе, да. Но, видимо, прежде чем мы в чем-то хорошенько не разберемся, тут тоже на лад дело не пойдет. Поэтому тут действительно промедление где-то даже вас защищает. Ведь аркан Луна нам говорит: остерегайся толпы. А если ты вдруг в ней находишься, то тебе не в ту сторону, куда бежит толпа, вот буквально. По этой карте это еще какие-то сумерки. До конца января вы даже не предполагаете, как будет разворачиваться палитра событий в феврале. И правда, мои дорогие, ваша планета Уран, которая сейчас находится в Тельце, 4 февраля переходит из ретро в прямое движение. Вот я так могу предположить, с учетом других транзитов, что какие-то прежние задумки, истории, знакомые темы мы будем, ну, как-то быстрее нам придется поворачиваться, что-то решать, и внешние события могут для нас складывать какой-то непредсказуемо стремительный узор. И нам нужно быть к этому тоже готовы. Может быть, и вам карты говорят: давай-ка ты сейчас вот именно выздоравливай, стабилизируй, и потом у тебя, может быть, на это время нет, даже не хватит. И аркан Луна говорит: тут действительно вы не видите. Выглянет солнце, все встанет на свои места. Но это не бездействие. Вот просто, да, как до бесконечности. Нет, это вот вам время дает такую возможность выйти из мысленного лабиринта. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишите мне душевные и искренние комментарии, за то, что вы читаете мои публикации. И я оставлю все ссылки в описании под видео. Переходите, читайте на мой сайт, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я буду вам искренне рада. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.